Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы продолжаем цикл наших передач о героическом эпосе кыргызского народа Манасия. В предыдущих передачах я вам рассказывал о том, что мною на основе варианта сказителя Манасия Сагынбаева-Розбакова написан пятитомный роман в прозе на кыргызском языке. Затем я перевел эту книгу на русский язык, и оба этих варианта выставил для продажи на интернет-сайте epos-manas.com. Кто желает, может приобрести мои книги на указанном сайте. А теперь, с вашего позволения, я продолжу чтение своего романа. Увидев нрав Бакая, монголы, китайцы, калмаки начали совещаться с Тугталыком о том, кого упустить на бой. А на сыновей Алашей произвели большое впечатление слова Бакая. Поэтому ни один из них не посмотрел в сторону Майдана и пошел туда. Мы не можем воевать с кыргызами, с близким, родственным народом, шептались между собой алаши. Если китайцы так сильны, пускай сами им ответят. А мы теперь не осмелимся поднять меч против кыргызов и казахов. Лучше нам не отказываться от сражения с китайцами, приструнить их, раз пришла подмога от кыргызов. Погибнем с честью, в кровавой борьбе, следуя славной дорогой наших доблестных предков. Это мудрое решение поддержал такие слова рослый, смуглый, горбоносый Назарбеков. Тот, кто выступит против своего близкого, никогда не сможет быть счастливым. Поэтому давайте сейчас поедем к жрецу Кокотою, посоветуемся с ним. Все согласились, и вечером в четверг, сложив палатки, решили отправиться к Аксакалу. Тут им повстречался Тугталык. «Куда вы идете?» – спросил он у Назарбека. «Богатырь», – ответил тот, – «если позволишь, мы пойдем к Кокотою, посоветуемся с ним». «О чем вы хотите с ним посоветоваться?» – нахмурился недовольно Тугталык. «О чем?» – вопросительно посмотрел на него Назарбек. «Я бы мог не отвечать на твой вопрос, но раз ты спросил, я отвечу тебе. Богатырь, стоящие перед нами войска – наши родственники. Они, как и мы, сыновья Алашей. Вполне возможно. Какое вам до этого дело?» – рассердился Тугталык. «Богатырь, мы не можем взять грех на душу и сражаться со своими родственниками». «Неправильно говоришь, Назарбек», – недовольно покачал головой калмак. «Вы воины хана Пануса и обязаны беспрекословно выполнять все его приказы. В противном случае вы будете обезглавлены, как предатели». «Не кипятись, богатырь», – примирительно произнес Назарбек. «Вы и без нас справитесь с бурутами. Из твоего бесчисленного войска мы составляем всего лишь 400 тысяч. Большинство из нас находится в холмах и не меньше в горах. Как мы можем посоветоваться по такому важному вопросу с нашим старейшиной Кокотоем? Как можем оставить нашего хана одного? Мы примем определенное решение и после этого сразимся с Манасом. Или совсем откажемся от этого». «Ты что, шутишь?» – изумленно утрясил глаза Тугталык. «Нет, в моих словах нет шутки. Мы очень хорошо знаем, как в свое время китайцы завоевали наши земли, какие при этом творили зверства.
И сколько невинных людей погубили. Как издевались над нами, притесняли. Пришло время поднять восстание против китайцев. Если у тебя есть разум, присоединяйся к нам. Вы, калмаки, родственный нам народ. У нас общие предки, Туталык. Не открывай огонь против своих братьев, богатырь. Когда кыргызы стали запрыгивать на коней, разозленный калмак попытался остановить их. «Стойте!» — крикнул, вытащив из ножен длинный меч Туталык. «Не предавайте Серкана. Если он будет жив, то уничтожит вас. Не губите своей жизни, поддавшись ложной гордыне. Если Китай выступит против, я не оставлю от вас ничего, заставлю всех страдать. Поймаю ваших главарей, обращу их в рабов и прикажу всем выколоть глаза». Не успел калмак окончить свою речь, как к нему подскочил среднего роста, мускулистый, рыжий джебечи. «Ты следи за словами, Туталых!» — хмуро произнес он, едва сдерживая ярость. «Столько народа прибыло сюда из-за того, что подчинилось твоему приказу. Ты не бахвалься тем, что полностью истребишь тюрков. Калмаки и монголы также сыновья тюрков, близкие наши родственники. Если сыновья тюрков объединятся, от таких подхалимов, как вы, останется мокрое место. У них будут отрезаны головы, из глаз польются слезы, а пища станет ядом. Или ты завидуешь тому, что сыновья Алашей овладели полностью славным городом Ташкентом? Не болтай глупости и закрой рот!» — зло крикнул Туталык. «Почему я должен заткнуться?» — храбро ответил Джебечи. «Хочешь, чтобы все не поднимали голову и находились в сонном положении? Нет, никогда теперь так не будет. У нас появился родственник Манас и прогнал в сторону Анжияна всех правителей во главе с Ахунбешимом. Если он будет жив, то ли еще вы увидите, никто из вас не останется в живых». «Что за чушь ты болтаешь?» — заорал Туталык. «Кому угрожаешь? Кого пугаешь?» «Тебя. Если тебе не нравятся мои слова, сразитесь с нами, которые ходят за тобой. Если можешь, истреби полностью нас». Возмущенный Джебечи вскочил на коня. Вместе с товарищами он направился на побережье Чулансая и остановился там на ночлег. Через день к ним пришли 200 тысяч воинов во главе с богатырем Джанаем Баймырзой, которых отправил на помощь Кукутой. Кыргызы, казахи объединились и составили 600-тысячное войско, в результате чего китайцы с двух сторон остались в окружении. Если их с одной стороны окружили воины Кукутоя, то с другой стороны им путь преградили войска Манаса. После своего пламенного обращения к воинам Пануса богатырь Бакаев возвратился к своим. На поединок вместо него отправился смуглый, горбоносый, среднего роста манжуец Алаба. «Богатыри, силачи, подходите ко мне!» — стал кричать он, горцуя на коне посередине Майдана. Увидев его, на Майдан выскочил, грозно шумя, сердито крича, рослый, скуластый, рыжий богатырь Кашингер, наконец Талкугер. Когда он подскочил, Алап громко вскрикнул, ударил калмака копьем. Когда Кашингер укрылся щитом, копье сломалось и разбилось вдребезги. После этого калмак вырвал кыргыза из седла, покрутил 6 раз над головой и бросил на землю. Алап сразу отдал Богу душу
не успев вымолвить ни слова. Ошеломленные такой печальной смертью, алаши не осмелились выйти на поединок против Кашингера. Увидев это, решив рискнуть, на Майдан вышел рослый, могучего телосложения, светлолицый богатырь Аралбек. Он один из самых храбрых воинов среди кипчаков. Когда Аралбек бросился с копьем на перерез на Калмака, Кашингер выстрелил у него из лука. Стрела попала в грудь и выскочила со спины Кипчака. Аралбек мгновенно испустил дух и попрощался с этим бренным миром. Талыку, огорченным уходом кыргызов во главе с Назарбеком, очень понравилась победа Кашингера. «Молодец, богатырь!» — крикнул он Кашингеру. «Никому не давай спуску, повози бурутов мордой по земле». Увидев, что калмаки расхохотались от этих слов, Манаса от гнева побагровело лицо. Немного подумав, он отправил на Майдан рыжего, скуластого, чернобрового богатыря из казахов Арышпая. Когда начался поединок, он взялся за ружье, намереваясь застрелить калмака. Но не успел казах нажать на курок, как к нему подскочил Кашингер и ударил по голове палицей. Мощного удара голова Арышпая разбилась вдребезги, и из нее брызнула прямо на калмака алая кровь, и казах попрощался с этим светом. От очередной победы калмака кыргызы пришли в неописуемый ужас. Кто сможет победить такого богатыря? Шепотом переспрашивали они друг друга. Кто сможет выйти против него, не побоясь? Не зная, как справиться с непобедимым калмаком, Манас также приуныл. Приглядев к стоявшим рядом воинам, взвесив возможность каждого из них, он решил отправить на Майдан смуглого, среднего роста, могучего телосложения кыргызского богатыря Батпая. «Не спеши на поединке», — стал давать советы Манас, одевавшему боевую одежду богатырю. «Не теряйся, не торопись, действуй с умом, осторожно. В противном случае погибнешь, либо получишь тяжелое увечье». «Я все понял», — ответил богатырь. Получив благословение народа, Батпай на коне выскочил на Майдан. Едва начался поединок, он птицей подскакал к Кашингера и ударил ее копьем, а мечом. Когда калмак отбил удар щитом, меч отскочил обратно к самому Батпаю и рассек ему лоб. На глазах кыргыза потекла густая кровь. Ничего не видя, кыргыз попытался вытереть кровь с лица, но не успел. Калмак ударил его в грудь копьем. Окровавленный Батпай грохнулся на землю и отправился на тот свет. Увидев его смерть, Манас почувствовал неописуемую горечь и очень расстроился. «Бедный Батпай!» — горько покачал головой он. Несмотря на предостережение не спешить, вместо того, чтобы атаковать калмака копьем, он полез на него с мечом. Неужели нельзя было сначала ударить Кашингера копьем? Лишь потом надо было добить его мечом или палицей? Бедненький мой. Такая же печальная участь постигла среднего роста, смуглого, худощавого Китакуна. Когда он выскочил на Майдан вместо Батпая и вознамерился атаковать копьем, Кашингер выстрелил у него из лука.
пущенная стрела попала в сердце кыргыза, отчего он грохнулся на землю и остался лежать на земле неподвижно. Неужели всем нам суждено погибнуть от этого калмака? Громко крикнул высокого роста, могучего телосложения, рыжий Акимджан из Жаркента и выскочил на поединок на коне Караджал. Разгневанный, он тут же атаковал калмака копьем. Отбив удар, Кашенгер сам ударил кыргыза. Акимджан успел отбить копье в сторону. Затем он вытащил меч, чтобы ударить врага. Но калмак опередил его, ударил кыргыза по лицу. От сильного удара Акимджан получил тяжелую травму. Едва спасся, сбежав к своим войскам. Кашенгер также ранен из лука, вышедшего на поединок рыжего, чернобородого кыргыза Байсалбека. Стрела попала ему в бедро и тяжело ранила. Он едва добрался до своих товарищей, что-то бормоча про себя под нос без памяти. От рук Кашенгера также получил ранение смуглый, рослый, краснолицый казах Чумырджан. Выйдя на Майдан, он хотел отбить копье калмака, но не сумел этого сделать. Когда в его позолоченный ремень уперлось острие копья калмака, он ударил по нему палицей и вдребезги разбил его. Когда казах с израненной рукой бросился бежать к своим, Кашенгер выстрелом из лука ранил его в спину. Увидев, как Чумырджан удирает со всех ног с поля боя, Туталык от души расхохотался, хлопая ладонями по своим жирным ляжкам. «Нет богатыря лучше тебя, Кашенгер!» — громко произнес калмак, захлебываясь от смеха. «Ты вогнал бродячего Борута туда, откуда он вышел. Ха-ха-ха!» Манас очень разозлился, что ни один из его богатырей не мог совладать с Кашенгером. Кто может сказать, что богатыри? Гневно обрывал он воину. Вы не смогли одолеть одного калмака. Приведите коня, я сам выйду на поединок. Постой, кузен. Кукчер схватил за руку Манаса, намеревавшегося войти в шатер, чтобы одеть боевую одежду. Негоже тебе с ханским чином выходить на бой. Я сам проучу Кашенгера. Вскочив на коня, схватив длинное копье, казак с громким криком вырвался на Майдан. Когда он приблизился, Кашенгер почему-то от его сурового вида оробел. Он не осмелился, как с другими врагами, сразиться с казахом на копьях и мечах. Поэтому он выстрелил в кокчо из лука. Когда казах укрылся щитом, стрела сбила украшение его шлема в виде купола. «Стрелять надо не так, а вот так», — гневно произнес Кукчо и сам выстрелил из лука Кашенгера. Стрела попала в грудь калмака, вонзилась в его сердце. Раненый Кашенгер, грязно ругаясь, подскочил к Кукчо. Подняв огромную палицу, он вознамерился ударить ее казаха, но сильно ослабев, выронил ее из рук. Когда Кукчо вырвал из его груди торчащую стрелу, черная кровь вырвалась фонтаном. И тут же Кашенгер с громким воплем «Лайла Маалу» испустил дух. Увидев смерть калмака, богатырь Кукчо заревел, грозно закричал: «Подходите, проклятые, нечестивые калмаки, входите биться один на один». Вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу.
Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.